Привет, друзья! Евгений Попов и Ольга Скобеева – отечественные тележурналисты, репортеры и телевизионные ведущие, хорошо известные в России и за ее пределами. Они ведут на канале «Россия-1» популярную передачу «60 минут». Соратники по работе и счастливые супруги. Для одних Ольга Скобеева – железная леди телевидения, другие с большой долей скептицизма относятся к ее деятельности, считая, что она мутит воду, искажая информацию в угоду власти, и называют ее железной куклой. Биография Евгения Попова показывает, как из обычного корреспондента желание, усердие и профессионализм делает ведущего тележурналиста федерального канала. Но мы не будем говорить о политике, а расскажем об истории любви знаменитой пары. Правда ли, что Скобеева увела из семьи Евгения Попова? Почему они трижды переносили дату свадьбы? Кто воспитывает их сына Захара? Разведены ли сейчас Ольга и Евгений, или они по-прежнему женаты? Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как зарождалась любовь известной пары Ольги Скобеевой и Евгения Попова и в каких отношениях они состоят сейчас. До встречи Ольги и Евгения у каждого из будущих супругов была личная жизнь. Евгений был 2 года женат на дочери Виталия Чуркина, постоянного представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций, Анастасии. Как и муж, Анастасия была журналистом, работала на телеканале Russia Today. Молодые люди познакомились в Нью-Йорке, где впоследствии жили и трудились. Когда отношения зашли в тупик, супруги приняли обоюдное решение расстаться. Развод произошел еще до того, как у Попова закончилась командировка в США, поэтому на момент встречи с любовью всей своей жизни он находился в Нью-Йорке. От депрессии спасала работа. Евгений не ожидал, что вскоре его биография изменится настолько, что он снова станет женатым человеком. Ольга замужем не была. Кратковременные увлечения не перерастали в большое чувство, и всю свою внутреннюю энергию она отдавала работе, иногда забывая о том, что мир полон мужчин, желающих стать ее избранниками. В город контрастов ее привела необходимость сделать несколько репортажей. Служебный роман двух журналистов начался сразу же после первой встречи. Евгений практически сразу покорил сердце красавицы, для которой более чем внешняя привлекательность оказались важными интеллект, коммуникабельность, широкий кругозор и легкость в общении. Хотя и внешне супруг Скобеевой выделяется импозантностью и уверенностью в себе. Этих людей друг к другу влекло, хотя ни один из них не предполагал, что через некоторое время они поженятся. В первый год знакомства у них практически не было возможности встречаться в очном формате, и Ольга и Евгений узнавали друг друга и влюблялись в сети. Они общались по скайпу. Между ними была 6-летняя разница в возрасте и тысячи километров расстояния. Объединяющих факторов было намного больше, и один из них – их профессия, а также неравнодушие к политическим событиям в стране и мире. По возвращении в Москву Евгений решился сделать своей избраннице предложение. Дав согласие на брак, невеста не предполагала, что свадьба будет откладываться из-за необходимости вести экстренные репортажи. В 3-й раз Ольга решила сделать все возможное для того, чтобы церемония состоялась. Невесте пришлось на 2 дня прилететь на церемонию бракосочетания в США, а затем вернуться в Брюссель, где на тот момент работала Ольга. Жених даже в день свадьбы не смог отказаться от работы, но девушка отнеслась к этому с пониманием. Пара не афишировала свои отношения, и в редакции о свадьбе не знали. Поэтому Жене в утро бракосочетания поручили сделать сюжет, который в Москве был показан вечером. Из-за того, что жених делал репортаж на торжественную церемонию по поводу своего бракосочетания, молодожены опоздали. После замужества Ольга осталась Скобеевой, поскольку она уже была известна в журналистских кругах под своей девичьей фамилией. В 2014 году у Ольги и Евгения родился сын, его назвали Захар. Мальчика записала на фамилию отца. Он стал смыслом жизни для обоих родителей и главным человеком в семье. Имя мальчику было выбрано задолго до его рождения. Молодые родители всегда были уверены в том, что у них родится мальчик. Они считают, что редкое имя сына очень созвучно отчеству Евгеньевич. Когда Ольга рожала, ее муж находился в Киеве, освещая события Евромайдана, поэтому роженица переживала больше за мужа, чем за себя и малыша. О росте новорожденного она сообщила папе в СМС такими словами: «У нас появилось полметра счастья». Женя оценил, что даже в такую нелегкую минуту любимая жена не утратила чувство юмора, тем самым приободряя его самого и вселяя веру в то, что все будет хорошо.
В день выписки из роддома Попову все-таки удалось оторваться от работы, забрать маму с малышом домой и провести с ними несколько самых счастливых часов в жизни. После этого он снова улетел в Киев. С рождением сына телезвездную чету поздравили в прямом эфире коллеги, пожелав здоровья ребенку и маме и выразив надежду на скорейшее возвращение Ольги в ряды журналистов и телеведущих. И действительно, Ольга решила не засиживаться в декретном отпуске. Сначала Захара отвезли в город Волжский, Волгоградской области к бабушке и дедушке, а сама ведущая с новыми силами взялась за новые проекты. Но потом родители решили воспитывать мальчика самостоятельно и забрали его в Москву. В семье Скобеева и Попова есть добрая традиция вместе ужинать, будь то домашний уютный ужин или посиделки в городском кафе. В такой атмосфере Захар растет веселым, любознательным и доброжелательным парнишкой. Мальчуган успешно осваивает английский, отлично рисует, занимается в лыжной секции. А в общении с родителями проявляет себя ответственной и взрослой в суждениях сложившейся личностью. На данный момент Захар единственный сын в семье, но его родители уже не раз заявляли, что намерены подарить ему еще не одного брата или сестричку. В декабре 2019 года журналистка резко исчезла из программы «60 минут». Кто-то подозревал, что одиозную журналистку попросту уволили из проекта, кто-то приписывал женщине необходимость лечения и омолаживания, а кто-то был уверен, что Ольга Скобеева в положении. Тем более, что в активно развивающемся инстаграм-аккаунте теледивы перестали появляться ее свежие снимки. Однако новость о грядущем пополнении Скобеевой так и не подтвердилась. В 2021 году супруги стали участниками программы «Пока все дома». Несмотря на то, что съемки проходили на кухне, стало ясно, что в квартире сделан стильный ремонт в светлых тонах. Ольга и Евгений не стали показывать жилье целиком, но иногда в аккаунте Ольги появляются фото и видео из дома, откуда может сделать вывод, что вся квартира оформлена в едином стиле. Даже детская выполнена в светлых тонах. От того, что Ольга и Евгений не расстаются ни на работе, ни дома, их отношения не становятся пресными, потому что они умеют их разнообразить. Телезрители отмечают, что наблюдать за работой семейной пары невероятно приятно. Известно, что девушка некоторое время проработала в программе «Вести Санкт-Петербурга», а затем устроилась в ВГТРК. Ольга всегда показывала свои профессиональные навыки и за это получала различные награды. После нескольких лет жизни в Санкт-Петербурге журналистка решилась переехать в Москву. Почти сразу она устроилась на телеканал «Россия-1». Ольга вела собственное шоу под названием «Вести.док». В рамках данного проекта она вела расследование, а также приглашала для общения в студию различных гостей. Уже тогда Скобеева прославилась благодаря острому языку и жесткой критике оппозиции. Постепенно популярность Ольги стала возрастать. Настоящий успех пришел после того, как она была назначена ведущей программы «60 минут», а ее соведущим стал Евгений Попов. Тандем супругов оказался очень удачным. Программа выходит на канале «Россия-1» уже 5 лет. За это время зрители уже успели привыкнуть к манере Ольги преподносить новости. Она рассказывает обо всем в жесткой форме, даже с ноткой агрессии. В рамках шоу ведущие общаются с экспертами на различные темы, которые связаны с общественной жизнью и политикой. Телеведущие очень ответственно подходят к своей работе. Они считают, что нужно работать в полную силу, чтобы получить результат. Они очень требовательны к себе, поэтому постоянно работают над собой и совершенствуются. Зрители считают, что Ольга и Евгений полностью соответствуют образу ведущих политических новостей и политических обозревателей. В 2017 году Ольга Скобеева и Евгений Попов получили награду от Союза журналистов России «Золотое перо России» в номинации «Развитие дискуссионных площадок на российском телевидении». В октябре они стали лауреатом премии ТЭФИ-2017 в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма» категории «Вечерний прайм». Ведущие передачи «60 минут» и супруги Ольга Скобеева и Евгений Попов зарабатывают достаточно хорошо. Ольга зарабатывает 4 миллиона рублей ежемесячно, Евгений уступает своей супруге. Его прибыль в месяц равна 2 миллионам рублей. На вопросы, откуда такие баснословные суммы дохода, Евгений предпочитает молчать. Возможно, все дело именно в политических вопросах, которые всегда стоили больших денег. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!